Яна, Да, привет. привет. Какая ты Да. сегодня зеленая, какая ты красивая, прям такая, такое ощущение, прям как лето сразу. Ва Супер. Спасибо. Как ты? Как настроение, как дела? Ты знаешь, взбудораженная какая-то. У меня 3 последних дня очень, напряженные, я бы даже так сказала. Поэтому, я думаю, что это, скажем так, касается этого запроса, который я сегодня хочу обсудить. Вот, Мгм. частично. Мгм. Что тогда будет хорошим результатом? С чем важно уйти? С четким планом действий. Мгм. План действий имеешь в виду прямо прописанные шаги? Да, да, вот ты знаешь, сейчас объясню ситуацию, почему это так важно. Потому что это касается моего проекта, который, уже трансформировался. То есть я уже не первый год пытаюсь его создать. А, То, что я создала год назад, мне уже не подходит. Представляешь? Это вообще столько усилий, столько всего потрачено, вложено. Ну, ладно, не буду говорить потрачено, но все таки. И ты знаешь, я буквально недавно опять к нему вернулась, к этому проекту. Причем, что я не одна, кто, ну, как бы его разрабатывала, была команда, мы все вместе разрабатывали. И в какой-то момент приостановились, то есть фокус у нас был в социальных сетях, вот. И потом я вообще прервала этот проект на какое-то время. И щас я вернулась и понимаю, что он для меня не актуальный. Я решила делать новый продукт, проект. И ты знаешь, и понимаю, что вот как будто вот мне постоянно чего-то, не хватало какой-то детали, чтобы приступить, потому что у меня не было, общей картинки, как это, что это. И, видимо, вот эти обстоятельства, которые произошли там за последних 3 дня, они как-то на меня повлияли позитивно, несмотря на то, что там было очень много негативной энергии. Ну, вот как всегда, знаешь, все, что не делается, это к лучшему. Вот такой хороший пинок для меня. И я посмотрела на это все с другой, перспективы, с другой точки зрения и поняла, что мне нужна четкость, потому что вот это какая-то, знаешь, неопределенность. Вот я сяду, вот подумаю, а как это, а что это? И я не сажусь. И даже когда я сажусь, что-то вроде бы какие-то наброски сделала, и все, и опять тишина. Что тогда должно создаться, произойти в сессии, чтобы у тебя появилась эта четкость? Намерение. Вот четкое, вот понимаешь, уже вот то, что я сейчас это проговариваю, то, что я это понимаю, и я вижу свои слепые зоны. И чем больше мы будем погружаться туда, тем больше, я так надеюсь, что увижу и пропишу уже наконец-то это все подробно и буду понимать, куда мне двигаться. Потому что, конечно, в первую очередь нужно понять, почему та стратегия, которая была, не работала. А Как тогда потом, хочешь начать сессию? Почему стратегия не работала или, слепые зоны, или что-то еще? Вот с чего хочешь начать? ты знаешь, все таки наверное, еще проговорить то, почему у меня не получалось. Потому что сейчас уже что-то начинает, вот сейчас начинает уже что-то вырисовываться по чуть-чуть, но может еще что-то есть. И вот, кстати, вчера на вебинаре, который мы были, они говорили mindset, мышление, да, то, как мы это воспринимаем, какое оно, вот это мышление. И мне интересно увидеть, какое мое мышление по поводу этой ситуации, по поводу этого проекта, и почему оно вот, ну, по крайней мере, до этого момента неуспешная. Вот, потому что я не вижу результатов. Ян, ты так интересно говоришь, увидеть мое мышление. Как если бы оно где-то было, и тебе его надо было увидеть? Или как оно у тебя устроено?
Ну да, ты знаешь, я себе представила, вот как будто я сверху, и вот с этой, верхней точки смотрю, вот, когда, вот как оно у меня устроено, чем я, руководствуюсь в эти моменты, и почему вот, и как бы где мои вот эти слепые зоны в этих моментах. Ну, как-то так. Чуть раньше сказала, что ты увидела свои слепые зоны. Поправь меня, если я ошибаюсь. Я думаю, что их там больше. Я думаю, что их больше, Мгм. нежели то, что видела. Да, я думаю, что там еще что-то есть. Вот прям даже сейчас, мышление, ну, как бы начиная мыслить, мы говорим об этом, и знаешь, еще один момент пришел. М, То есть у меня было такое верование, убеждение о том, что проект это сложно. То есть, чтобы его разработать, тебе нужны определенные знания. Ну, проект, продукт, я так скажу, да, это информационный продукт, курс. И у меня было убеждение, чтобы это сделать, мне нужна команда, мне нужны другие люди, что это сложно, что я одна не смогу. И то, что я сейчас наблюдаю, м, получается, что наоборот, вот это убеждение, оно мне мешало. Потому что вроде бы и люди были, и все было. Но когда я начинаю на кого-то надеяться, что вот все там кто-то что-то сделает, там структуру и там, не знаю, разработать еще что-то, получается, что мне это все не подходит в какой-то определенный момент, мне это не отзывается, и вообще ничего не происходит. Вот. Когда я надеюсь на других людей, у меня ничего не получается. А если без надежды, то как? На себя. Вот прислушиваться к себе и вот это убеждение убрать, что якобы это сложно. И знаешь, вот, еще такой интересный момент. Я понимаю, что вот за это время, пока я готовила этот проект, год, практически год, представляешь? И у меня был фокус на моих, ну, то есть у меня там был фокус на тех людях, у которых это получалось. И это были мои какие-то знакомые или просто люди, там, за которыми я слежу в интернете, где-то они мне попадались. И я постоянно удивлялась, думаю, блин, там человек за месяц, за два, там, ну максимум полгода, уже там второй, третий курс они создают, и причем сами, без никого. И у меня эта мысль была в голове на протяжении даже вот этого года, и вот я сейчас вспоминаю. Но почему-то дальше вот моей головы как бы к действиям это, ну, до действий это не доходило. Вот в чём проблема. И сейчас я прям это все вижу. То, что я тебе говорила, да, что вот смотреть, сверху. Вот сейчас, в принципе, мы этим и занимаемся, что смотрим сверху. И вчера совсем случайно, честно, совсем случайно я с малой игралась и ввела в интернете там, как создать курс. И опять-таки, то есть до этого я последний месяц я интересовалась какие-то там длительные курсы, нужно будет пойти там на протяжении 3-4 месяцев, они мне будут рассказывать, как это создавать. Я даже и, в принципе, уже думала покупать. Вчера я нашла совсем случайно видео. Я так тому вот я это все рассказала к тому, что это опять сложно. Нужно пойти, нужно учиться, получать знания, делать. Ну, это 3-4 месяца. И вчера я нашла случайно какого-то парня, он реально парень, лет 25, может, чуть больше. И он настолько подробно, легко в "Ютубе", у него есть там видео, там 15 видео, каждое видео по 8, по 9 минут, и он рассказывает о том, как создавать эти курсы. Я прослушала 10 видео, и у меня сложилась картина, понимаешь? И у меня такое: "Да блин, да на самом-то деле там вообще ничего сложного". Написать структуру, там, что еще? Ну, там плюс-минус понимание того, на какой площадке ты это все будешь потом, на какую площадку ты будешь это загружать. Ну, вот такие, знаешь, мелочи. И у меня как будто вот так защелкнулось. Я думаю: "Блин, почему я раньше этого не сделала?" Что в тебе изменилось, Ян, что это стало возможным? Потому что я слышу, появилось слово "легко" вместо слова "тяжело".
Почему я раньше этого не сделала? У тебя меняется энергия. Вот что это такое вообще? А вот тут как раз таки вот это изменение в ту сторону, что я решила сама этим заняться. Что типа все хватит, что я буду ждать, пока кто-то что-то мне сделает, потому что они профессионалы, или пока кто-то что-то мне там расскажет, я пойду на другой курс и опять буду там 3-4 месяца учиться. Я просто решила: не хочу. Вот это четкое намерение, вера в себя, что вот я могу. И вот реально я зашла туда, первое видео, я просто открыла первое видео, которое у меня появилось, в поисковике. Представляешь? И всё. И они ответили, я даже это не платила. То есть у него есть курс, но в принципе то, что он там, о чем он рассказывает, в своих бесплатных видео, мне этого хватило. Представляешь? И это вера в себя. Вот когда я взяла вот эту ответственность, когда я перестала ждать, что кто-то что-то сделает, там меня научит, не научит, что кто-то знает лучше меня, как это делать, что вот я же в этом некомпетентна. Тоже звучит как убеждение. Да, я же это всё выдохнула, понимаешь? Ага, ага. Представляешь, вот сейчас очень ценно, что я замечаю, вот это и есть этот образ мышления, эту конструкцию, на которой все строилось это время, и поэтому у меня, ну, как бы, как я сейчас анализирую, ничего и не продвигалось. Вот. Как сейчас вот из этой точки в сессии видишь план, который ты хотела? У меня даже тетрадка есть. План. Мне нужно в первую очередь понять, четко определить время, в которое я буду заниматься. Вот я себе выделяю вот это время, и все, я занимаюсь конкретно курсом. Потому что это отдельный вопрос по поводу графика, когда у тебя там там менторинг, а там вебинар и много всего. Нужно записать, нужно взять видео для Инстаграм, и опять это все отдаляется от тебя. Поэтому первое, я сразу же себе записываю, это время, когда я буду этим заниматься. Значит, у меня есть время с утра. У меня есть время с утра. С 10 как раз, с 10 до 12 день. 2 часа. У меня там нет цели, ничего еще нет, все еще спят. Так, время. Что мне дальше нужно? Вот. Я еще столкнулась, с тем, что, ну, не то что трудности, это ключевые слова. Ключевые слова, и для этих слов, ну, чтобы, пользоваться этой программой, там где есть она в Яндексе. С Яндексом попроще, но мне нужно разобраться, как работает эта программа по поиску ключевых слов. Она мне поможет, скажем так, потом продвигать мой проект. Я буду понимать, какие темы мне раскрывать, люди ищут, что им нужно. То есть она мне поможет. Мне нужно разобраться в этой программе, как она работает, Яндекс или Google. Дальше мне нужно разработать структуру. Мне нужно структуру и понять наполнение, что будет конкретно там. Это наполнение. Сколько модулей у меня будет. И время. Нужно понимать, модулей. Длительность, чтобы оно не было слишком. Вот тут мне еще тоже нужно немножко, как бы почитать, может, какие-то видео посмотреть. Оптимальное время для одного тоже, значит, мне еще на эту тему нужно. Так, оптимальное время.
стоимость курса. У меня здесь тоже слепая зона. А потом, что еще важно? Целевая аудитория. Кому целевая аудитория? Мгм. Потом мне нужно сделать пейдж для, ну, для этого курса, чтобы там, что ты получаешь, и для кого этот пейдж. Хорошо, целевая аудитория, лендинг пейдж. Потом мне нужно понимать посыл, главный, вот что получит человек после прохождения. Это может быть несколько посылов. Главный посыл. Мгм. Так, сейчас. Съемки, где я буду снимать. И отдельно мне нужно понимать, ну, то есть достаточно ли мне будет, моего телефона для съемок или всё-таки нужно будет привлечь. У меня есть знакомые фотографы, знакомые видеографы, которые, в принципе, могли бы там на 2, на 3 дня можно с ними договориться, чтобы они это сняли, чтобы это все было красиво. Вот, ну, тоже нужно узнать. Так, фотографы, нужна ли камера? Ну, в принципе, да. Мгм. Вот, еще мне нужен один момент. Я хочу делать курс на русском и на английском языке. И вот тоже нужно подумать, делать озвучку потом, допустим, там на английском, да, а потом просто озвучку делать на русском или сразу же это все дублировать на двух языках. Мгм. Потом, что важно, хорошо понимать, откуда у меня будет идти трафик на этот лендинг-пейдж, то есть где я буду это все продвигать и за счет чего я буду это продвигать. Вот, за счет чего я буду продвигать. Продвижение мне нужно понимать. Окей. Потом мне еще нужно будет сделать один ролик, нарезать, как рекламу, допустим, в "Инстаграм", такой типа тизер сделать. Ну вот, пока все. Сейчас, когда это прописал, Ян, что с тревожностью, как себя чувствуешь? Ты знаешь, я просто офигела, потому что столько времени, вот ты понимаешь, Ань, столько времени, блин, я никак не могла, я никак не могла за это сесть, я не могла это сделать, понимаешь? Для меня это было как полет на Луну, как это, вот это все. И сейчас, там, я не знаю сколько, 19 минут. Ты представляешь, 19 минут, там, вчера просмотрела несколько видео, и вот, пожалуйста, и оно все, ну, как бы, и оно все настолько. Сейчас еще платежную систему нужно дописать. Мысли просто со скоростью света приходят. Так, платежная система. Я в шоке, серьезно. Я просто такое, знаешь, приятное
недоумение, я бы даже сказала. Скажи, важно ли посмотреть по этому плану, что ты будешь делать сама? Может быть, ты что-то можешь делегировать? Может быть, расстановка приоритетов по этому плану. Вот сейчас что Да, важно еще в рамках сессии? да, Куда да. посмотреть? Мгм, хорошо. Ну, вот то, что мы время определили, это очень круто. Теперь я буду понимать, что вот у меня есть 2 часа, чтобы это все делать. Ну, самое первое, конечно, мне нужно освоить программу "Яндекс" и "Гугл" слова, чтобы понимать, как, ну, вот название того же Мгм. курса, люди ищут, что им нужно, какие у них потребности, боли и так дальше. Так, да, хорошо, вот это я сделала. Потом, ну, оптимальное время мне тоже нужно понимать, чтобы ориентироваться. Можно же ж там написать тирады, сама понимаешь, большие, но кто это будет слушать? Нужно Ты ценить имеешь в виду свое. длительность уроков определить? Да, 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 длительность, оптимальное время, да. Ну вот, и когда у меня, получается, будет вот эта Google аналитика, когда я, ну, то есть там даже не аналитика, а вот слова ключевые, я буду, она мне поможет расписывать вот этот модуль, потому что, допустим, будет один модуль, и в этом модуле будут какие-то определенные там подтемы, чтобы я понимала, я уже от этого буду отталкиваться, когда буду создавать подтемы, модули. Хорошо. Ну вот это прям самое главное, целевая аудитория. Как бы я, в принципе, у меня уже есть некое понимание, кто эти женщины. Ну, я все таки на женщин ориентируюсь, кто эти женщины. Но я думаю, что в процессе, пока я буду создавать саму структуру этого всего и наполнение, я буду понимать, что у меня там конкретно будет и для кого, будет этот курс. Вот. Она либо, уменьшится, либо увеличится. Мгм. Да, но потом уже получается лендинг-пейдж. Да, я это буду делегировать. Я сама точно не буду делать лендинг, потому что у меня в этом нет, никаких знаний. Я понимаю, что я там застряну надолго. Хорошо. Ну и главный посыл, он тоже, э, получается, когда я буду уже создавать структуру. М, где я буду снимать? Вот где я буду снимать их, то я этим буду заниматься, когда создам уже, сам продукт. То есть, в принципе, там проблем нет, там нужно, созвониться с человеком, и выбрать время. Ну и тоже продвижение, как всё готово, вот, сделать тизер, то же самое сделать тизер, потом платежность. Ну все, да. Важно ли посмотреть, в сроки? Когда хочешь это сделать, сроки по этапам, или тут все понятно? Как для тебя Ва будет полезно? Проговорю, чтобы опять не было вот этого того, что было раньше. Мгм. Ну, то, что я слышала, если примерно 2 часа, в день всё выделять, то 2 месяца можно дать курс. Это уже, совсем, то есть и видео, как снять, как бы все вот эти пункты стала, они туда входят. Окей, я это 3 месяца, чтоб не было, знаешь, вот коротких сроков. С любовью к себе, вот это самое главное. Поэтому я даю себе 3 месяца. Получается, сейчас как раз лето, ну, лето все отдыхают, кому-то курсом, а начнется, ну, как раз так сейчас июнь, июль, август, вот, сентябрь, 3 месяца. Это важно проговорить мне было. Спасибо за вопрос. Если будет Вот, мотивация, буду э, просто э, интересная такая мотивация. Э, вот у меня был какой-то очень важный вопрос, который вылетел. А, Что-то может тебе помешать, Ян?
Так интересно, даже в голове сразу же вот эти такой, фух, синдром самозванца. Фух, и вот эти все штуки. Я не то, а достаточно ли я компетентна там? Что такое полетело. Мгм. Ну, они просто вот так, знаешь, пролетели. Э, я понимаю, что нет, мне ничего не может, потому что вот конкретно здесь зависит только от меня. Вот. Это как йогой заниматься. Я могу заболеть, есть настроение, нет, какие-то моменты, но, знаешь, что здесь самое главное? Твоё намерение и твое желание. Когда ты понимаешь, куда ты идешь четко, сейчас есть, чем владеешь и к чему ты идёшь. Я понимаю, что на самом деле, чтобы вот это создать, у меня для этого есть все возможности на данном, ну, то есть на сегодня. Ну, теоретически я понимаю, 3 месяца что-то изменится, потому что даже если у меня не будет там, не знаю, возможности взять фотографа или как бы неважно, я понимаю, что у меня есть телефон, помещение, свет и нет. Это я уже такие крайности проговариваю. М, ничего не может мне помешать. Только я сама могу себе помешать, когда, не буду себе доверять, не буду себя слушать. И в том случае, не знаю, самозванец проснется, но он ушел. Я его вроде бы проработала. Мгм. Вот. А что он вообще тебе даст? Вот ты его сделала условно, вот он уже сентябрь, курс готов. Про что это все для тебя? Ты знаешь, для меня вот эта важность, ценность этого курса не то, что она в шагах измеряется, там намного все глубже. Это в первую очередь я смогла, потому что я пробовала несколько раз. И здесь вот, знаешь, перед собой, что да, я это сделала, да, я классная, я крутая, у меня получилось. И эта уверенность, ну, то есть она раскрывает во мне очень мои, знаешь, грани, много моих других каких-то способностей, моих, которые новые, да, новые possibilities, новые возможности передо мной будут открываться. Это круто. Да, для Новые меня возможности как выход куда-то на новый уровень или новые возможности, что это? в профессиональном плане, во-первых, в профессиональном плане это новые возможности, потому что пока я сейчас это все буду разрабатывать, да, я тоже, ну, то есть у меня будут мои навыки, они будут укрепляться, и вера в себя, она тоже будет укрепляться. Для меня это очень важно, А как что я сейчас, Ян? смогла и сделала это все. Как сейчас с верой в себя, как она себя чувствует? Сейчас, ты знаешь, вот прямо сейчас конкретно, в этот Да. момент, сейчас классно она себя чувствует. Потому что наконец-то я взяла там ответственность за свою жизнь в свои руки. Вот все, что касается сейчас проекта. Так интересно. Я же говорю об этом постоянно. И, вообще это очень интересное явление. Это один из моих принципов. И я всегда говорю, если даже у меня в жизни что-то происходит, что-то случается, я никогда не обвиняю других людей. Я понимаю, что это только моя ответственность. А здесь, понимаешь, как-то вот оно все таки где-то зафонило, и где-то я пошла вот в эту сторону и передала эту ответственность другим людям. А сейчас я прочувствую, знаешь, я вот прям чувствую эту силу, что я могу. Я вот смотрю на вот любой из этих пунктов, я их расписала, и я понимаю, что да, я не вижу ни одной загвоздки там, чтобы для меня там что-то было нереально или, возможно, я некомпетентна. Я понимаю, что у меня достаточное количество знаний, как вот есть все. Я себе разрешила. Я разрешила себе это прям великолепно. То есть я чувствую вот эту энергию.
Мне Поднимаю. прям хочется тебя поздравить с этим разрешением. Прям я тоже чувствую эту энергию, как круто вообще. Да. Да, мне тоже. Поверь, это столько времени, ладно, хотела сказать, потратила, но это опыт. Это опыт, я к этому пришла, да, окей, это мой путь. Мне надо было, видимо, его как-то, ну, мне надо это было прожить. По-другому, видишь, никак. М. Как ты сейчас? Вот важно ли что-то еще проговорить? Вот что сейчас хочешь? Так, сейчас подумаю. Мне только радость, серьезно. Мне хочется улыбаться. И я думаю, вот переполняют позитивные эмоции, серьезно, я просто в шоке. И у меня вот это до сих пор вот недоумение того, как, почему, не, ну это ладно, это уже такой, знаешь, почему не раньше, почему этого раньше не сделал, ну это не важно, это так уже. Но я очень радуюсь. Я понимаю, что как бы на данном этапе я проговорила все, все, что для меня было важно. Ну, видимо, если будут появляться сейчас какие-то вопросы там на протяжении следующей недели, ну, там, 2 недели, да, на нашей следующей встрече, то я буду их собирать и дальше прорабатывать. Но пока вообще все предельно ясно, понятно и радуюсь. Спасибо большое. Прям очень-очень Ты ценно. как хочешь закончить, Ян? Ты знаешь, я очень хочу поблагодарить тебя за то, что нам, несмотря на эти все моменты, которые я переживала, что у меня не опустились руки, что я просто, так, знаешь, сказала, там, ну, типа, да пошло оно все нафиг. Что, и знаешь, я сейчас вот смотрю на это все и понимаю, что у меня таких возможностей было очень много. Это сделать, развернуться, уйти, там, включить ребенка, включить жертву, у меня ничего не получается. Но это вот эта внутренняя сила, она мне помогла дойти до этой точки. И несмотря на эти все падения, встать, идти дальше, вот сейчас пойти на эту сессию с тобой и решить эти вопросы. Вот это для меня прям очень ценно. Ну и, конечно, тебя благодарю. Прям 30 минут, и есть и план, есть четкое понятие, куда, что есть сейчас, куда я иду, зачем я иду. Вот все проговорила. Прям классно. Спасибо, Ань. Тоже хочу поблагодарить тебя, Ян, потому что, а, как много опять здесь у нас всего было, пройдено, и, твое разрешение, что ты разрешаешь себе и про веру, и про собственную силу, и с какой радостью ты уходишь. И мне кажется, я прям вот чувствую эту твою энергию. Ура! Иди празднуй. Спасибо, да. Ты знаешь, у меня сейчас такое желание: так, вот сейчас иду разбираться, хочу и вот это посмотреть, уже хочу какие-то наброски делать, структуры. Вот прям, знаешь, такой этот азарт. Вот когда тебе купили новую игру в детстве, и ты прям хочешь это раскрыть, играться. Вот прям очень классно. Я даже не воспринимаю это как работу. Для меня это как какое-то вот реально как игра. Вот, Да? хочется приступить прям. У меня сейчас будет, кстати, свободный час, поэтому пойду разбираться. Вот первое, что мне стоит, Google и Яндекс. Ключевые слова. Супер! Кайфуй! Спасибо, Ань. До Все тогда. скорейших встреч! Да, пока. Пока-пока!